Сегодня мы разберем вырезанные сцены 8-й серии аниме «Реинкарнация безработного». Поговорим об охоте на Рудеуса, истории Сильфиеты, а также о причине великого бедствия Вруа, из-за которого множество людей было телепортировано в разные уголки мира. Рубрика с вырезанными сценами из аниме уже давно придумана, но на моем канале она впервые, так что я надеюсь, что вам она понравится. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Начнем с того, что избиение гримуара Клиффа из-за того, что он хотел защитить, так сказать, честь эльфийки Элинолизы, было продемонстрировано почти без изменений. Единственное, что в манге самодовольство второгодки закончилось еще на улице, где он задержал Руди, прежде чем тот уйдет, чтобы попросить спасителя познакомить его с красавицей Элинолиз. Когда в аниме эта просьба прозвучала уже на следующий день в академии. Ну а прежде чем столкнуться с хулиганами, в манге главный герой прогуливался вместе с Занобой и Джули, направляясь на следующую пару. Так что в манге все эти действия происходили днем, а в адаптации все случилось в конце-начале следующих суток. Само же знакомство Клиффа и Элинолизы случилось без существенных изменений. Единственный вопрос лишь в адаптации, так как в манге все было продемонстрировано более откровенно. Однако больше всего мы упустили сюжета в разговоре Рудеуса с Сильфи в библиотеке, поскольку прежде чем приступить к тому, чтобы осознать, как более правильно поступить с Клиффом, эти двое разбирали очень интересную тему, которая могла бы разбавить монотонность начала серии, ибо говорили они о кругах телепортации, призыва и великом бедствии телепортации Вруа. Суть этой беседы заключалась в том, что было выяснено, что круги призыва и телепортации были очень схожи по принципу действия, но оказывается, что призывать можно было почти всех существ, от зверолюдей и духов, исключением являлись лишь только люди. И хоть эта информация мало чем помогла с выяснением причины бедствия телепортации, но это натолкнуло Руди на мысль, есть ли возможность призывать лишь человеческую душу, а может и вообще призыв души из другого мира. В точности так, как это произошло с ним, что невольно заставило ГГ задуматься о том, что катастрофа Вруа — это следствие его реинкарнации в этом мире. Однако оказался Рудеус здесь больше, чем за 10 лет назад до происшествия, что в конечном итоге разрушили его представление, хотя кто знает. Как по мне, эта сцена хоть и не принесла четких ответов, но в ней мы хотя бы видим причину приключений главного героя, ведь именно из-за этой катастрофы телепортации персонажи начали становиться сильнее, как бы грубо это ни прозвучало. Также была пропущена история переживаний Сильфиеты, так как с момента прибытия Руди в магическую академию они часто начали проводить время вместе, и ее желание рассказать ему, кто она на самом деле, только увеличивалось. Но вот сил у нее на это никак не находится, а ведь Сильфи уже давно в него влюблена и не хочет, чтобы Руди был настолько дружелюбным с другими девушками. Вот только если бы она раскрыла ему свою личность, то не смогла бы больше притворяться Фитцем и быть рядом с Ариэль. Загвоздка же брачного периода зверолюдей заключалась в том, что перед его началом нам показали главных противников Рудеуса Грейрата, в особенности лорда демонов Бадигади, который заявил о своем желании отыскать ГГ еще несколько глав назад, но в аниме, как по мне, он появился будто из ниоткуда, а знакомую Эрис показали всего лишь один раз, хотя она также пришла за его головой, но в аниме нам об этом ничего не сказали. Да и вообще, в аниме с брачным периодом зверолюдей нас ознакомливал сам Руди, хотя в манге про эти обычаи ему говорили другие персонажи. Бой же с первым хахалем принцесс был скипнут в аниме, хотя в манге хоть и быстро, но показали, сделав этот поединок как отличную стартовую линию перед охотой на Рудеуса, ибо именно в этом бою главный герой спалился на всю толпу женихов о том, что он якобы босс Ринии и Пурнессы, а уже после они выстрелились к библиотеке, чтобы сразиться с ним за право главенства в семье. Поединок же с лордом демонов Бадигади, так же как и в аниме, произошел на территории Академии. Различие лишь в том, что противник Руди избавился от конкурентов еще в Академии около библиотеки, а не на улице. Но тут уже все было связано из-за построения адаптации, так как их заранее выстроили вне здания. В отличие от аниме, в
в манге прям был показан страх ГГ, когда в экранизации он вежливо пытался увильнуть от поединка. А в разговоре про бога людей в манге Руди не просто заговорил о нем, он спросил своего оппонента, знакомо ли ему имя Хитагами, задавая именно конкретику. Да и в манге Руди вообще не ставил никаких условий, и лишь только когда Рудиус рассказал, что он выжил после стычки с Орстедом, только тогда Бодигади поставил условие на один удар. Если тот его ранит, тогда ГГ забирает себе победу, если нет, то он проиграл. Само же заклинание намного лучше было показано в аниме, и дело было не в большем количестве фреймов, а в том, что заклинание Каменная пуля в экранизации было проработано настолько хорошо, что в том, что Руди без проблем размазывал в башку, вовсе не было сомнений. А после его победы в манге бессмертный лорд демонов не нанес ответный удар, так как был задержан руководителями страны и академии. И уже после разбирательства, взамен на свою руку для исследования бессмертия за причиненные неудобства, его перевели в академию в качестве студента по обмену. Кстати, помните знакомую Эрис, показанную лишь раз? В манге, как только она увидела исход боя Рудиуса и бессмертного лорда демонов, она тут же покинула академию, поскольку осознала, что совсем не была ровней главному герою, которого, кстати, она хотела сделать своим рабом назло Эрис. Но в итоге в аниме эта знакомая Эрис как появилась незначай лишь раз, так и исчезла без следа. А ведь мы могли получить хоть какую-то информацию касательно девушки Руди, но этого не случилось. Если подытожить, то для меня самым большим упущением этой серии было вырезание исследования вопроса о катастрофе телепортации в Руа и полное пренебрежение, назовем ее пока, девушки одного кадра, ведь она была потенциальным носителем информации об Эрис. А что вы думаете по поводу этой серии? Какая упущенная сцена вам показалась более нужной в этом эпизоде? Может, переживание Сильфии или что-то другое? Пишите свои мысли в комментариях. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.